Блин. Я... Это значит, что... Господа, можете ли вы представить себе все разнообразие живых существ на нашей планете? Скорее всего, вы представляете себе человека, обезьяну, затем обобщенных млекопитающих под видом коровы или собаки, затем, конечно же, будут птицы, рептилии, амфибии, рыбы, может быть, насекомые и все остальные. Ставь лайк, если ты вспомнил про растения, и подписывайся, если знаешь, кто такие грибы. Та схема, которую нам показывают в школах или в научно-документальных фильмах 60-х годов, давно устарела. Вот так выглядит схема, на которой приведено всего лишь 3000 видов, обитающих на Земле. Человек находится здесь, и если вам интересно, то вы можете ее скачать и поиграть с ней. Ну, каждый развлекается как хочет. Назвать общее количество видов, обитающих на Земле, практически невозможно. Каждый день ученые открывают новые и новые виды. Однако некоторые ученые возводят число видов на Земле до 1 триллиона. Триллион – это вообще такая цифра, которую сложно представить. Она даже на экране с трудом помещается. И если вы думаете, что человек находится на вершине этого триллиона, то что вы скажете на вот такую бактерию, которая живет прекрасно при 108 градусах возле жерла вулкана? Вот это вообще было найдено на дне озера в Антарктиде при кромешной тьме в 4 градусах Цельсия. У нее же есть адаптация для жизни в 70 градусах Цельсия. То есть, по сути, это терминатор животного мира. Тихоходка вообще чувствует себя прекрасно после путешествия в открытом космосе при минус 230. Голый землекоп вообще не стареет, а некоторые деревья живут до 4000 лет. То есть они пережили 30 поколений самых старых черепах, которые мы вообще видели. Но каким же образом появились все эти виды? На этот счет есть множество мнений интернет-экспертов, которые вообще имеют мнение по любому вопросу, за исключением, может быть, химии и математики. Никто не знает, с чем это связано. Общепризнанной научной теорией является, конечно же, теория эволюции. Теории эволюции бывают разные. Есть теория Ламарка, которая говорит нам, что существа эволюционируют посредством воли. Так жираф тянется за листьями на деревьях, у него растет шея. Так покемон эволюционирует при определенных условиях. И если вам кажется это смешным, то до 60-х годов прошлого века многие микробиологи верили в то, что бактерии эволюционируют именно по теории Ламарка. То есть до 60-х годов можно было поймать покемона в микромире. Ни у кого нет машины времени. Вторая, я надеюсь, не менее знаменитая теория эволюции, это, конечно же, теория Дарвина. Она говорит, что эволюционирует не какой-то конкретный организм, а целый вид. Это значит, что если мы представим каждый организм как набор неких признаков, то выживут лишь те признаки, которых позволяют им быть наиболее адаптированными к условиям окружающей среды. Эти существа с большей вероятностью дадут потомство, и таким образом потомство целого вида будет адаптированным к условиям окружающей среды. Те признаки, которых не позволяют им быть адаптированными, не дадут потомства и в худшем случае просто умрут. Труд Дарвина об эволюции видов был опубликован в 1856 году. С того момента в биологии было совершено множество удивительных открытий, и наши знания во много раз превосходят те, которыми обладал Дарвин. Именно поэтому теория Дарвина устарела. Сейчас тоже есть ученые, которые считают ее наиболее актуальной, однако большинством научного сообщества признается синтетическая теория эволюции. Она отличается от теории Дарвина тем, что говорит нам, что эволюционирует не целый вид, а всего лишь маленькая его часть, или же популяция. И делает она это только при изменении условий окружающей среды. Большинство живых существ живет в постоянстве условий окружающей среды, и это логично, что их признаки не меняются. В противном случае они утратили бы адаптации и не давали бы потомства или же умирали. Однако при изменении условий окружающей среды с большой вероятностью существо, у которого изменились признаки, будет более адаптировано или будет иметь некий бонус по сравнению со своими сородичами. Это даст ему достаточное преимущество для того, чтобы с большей вероятностью дать потомство и выжить. Его потомство, в свою очередь, перенимет те признаки, которые позволили ему доминировать, и тоже дадут потомство с большей вероятностью и в большем количестве. Таким образом, образуется новый вид. Важно понимать, что эволюция – это далеко не прогресс. Если для того, чтобы быть наиболее адаптированным или для того, чтобы иметь преимущество, нужно будет утратить какой-то признак, он с большой вероятностью будет утрачен.
Эволюция давно перестала быть теорией. Это было доказано множеством экспериментов, однако, на мой взгляд, наиболее классный эксперимент для YouTube был поставлен в Гарварде. Там ученые наполнили практически ванную питательной средой для бактерий, на которую нанесли различные концентрации антибиотика от 0 до 1000. Далее они начали выращивать типичную для человеческого организма бактерию, кишечную палочку, у которой не было никакой адаптации для жизни при минимальной концентрации. В течение 11 дней эти бактерии эволюционировали и стали чувствовать себя прекрасно при 1000-кратной концентрации этого самого антибиотика. Таким образом, они смогли посмотреть целое филогенетическое древо или эволюционное древо этих самых бактерий. Я надеюсь, теперь у вас более четкое представление о том, что такое эволюция и с чем ее едят, а также, есть ли она на самом деле. И, кстати, если у вас есть вопрос, почему обезьяны не эволюционируют, они эволюционируют. Просто жизненный цикл обезьяны гораздо больше, чем жизненный цикл бактерии, у которых он всего лишь 20 минут. Именно поэтому мы не можем увидеть, как обезьяна превращается в человека. Если вам понравилось это видео, то ставьте мне лайк, подписывайтесь на канал, делитесь им, пишите мне комментарии и вообще все что угодно, чтобы помочь мне продвигать мой канал. Спасибо и до скорой встречи. Увидимся.